Привет, друзья! Сегодня готовлю замечательное печенье, которое очень долго хранится и от этого становится только вкуснее. Я сегодня буду готовить кантучи. Приготовление кантучи начинаю с того, что смешиваю яйца с медом. В эту смесь я добавляю цедру одного лимона. Муку обязательно просеиваю. К муке я добавляю разрыхлитель и соль и хорошенечко перемешиваю. При помощи лимона делаю углубление в центре муки. Вливаю смесь меда и яиц. Это тесто замешивается от центра к краю, поэтому я начинаю аккуратно размешивать вилочкой в самом центре. Добавляю размягченное сливочное масло. Его можно размягчить в микроволновке или дать ему постоять при комнатной температуре в течение часа. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что замешивать нужно именно от центра, постепенно добавляя муку с краев. Я так делаю, чтобы избежать образования комков. Сейчас добавляю сахар. Тесто постепенно возьмет в себя часть муки, и когда оно становится достаточно тугим, я начинаю замешивать руками. Добавляю миндаль и хорошенько все вымешиваю в течение 5-7 минут. Тесто получается очень пластичное, мягкое и приятное. Для смазывания печенья мне понадобится яйцо. При помощи сита я убираю из яйца комочки белка. Разделяю тесто на 2 равные части. Каждую часть я раскатываю в длинную колбаску по размеру моего противня. Если противень у вас большой, вы можете не разрезать тесто, а сделать, например, одну большую колбаску. Но так, конечно, удобнее. Я придаю колбаске слегка прямоугольную форму и перемещаю на пергамент. А я выпекаю на пергаменте. Вместо пергамента, конечно, можно просто смазать противень сливочным маслом. Сверху я смазываю тесто яйцом.
Выпекаю при температуре 180 градусов 25 минут. Получаются вот такие красивые батоны из печенья. Каждый батон я нарезаю на небольшие ломтики. Такого размера будет каждое мое печенье. Затем я отправляю эти мои ломтики на пергамент, опять на пергамент, и дам им подсушиться в духовке при температуре 150 градусов еще 10 минут. Друзья, как вы видели, приготовление этого печенья разделяется на два этапа. Сначала нужно испечь вот этот батон, потом его разрезать и еще немного подсушить. Но на кажущуюся сложность на самом деле занимает это совсем немного времени, и получается очень много печенья. В принципе, рецепт достаточно простой. Хочу еще сказать, что можно использовать помимо орехов различные другие начинки, например, сушеную клюкву, какие-то сухофрукты другие, или можно использовать шоколад. Это тоже очень вкусно и здорово получается. Я, конечно, люблю с шоколадом, но классика — это, конечно же, миндаль. У меня было теста не очень много, на 300 грамм муки, но печенья все равно получилось достаточно много, просто мы уже тут все попробовали, поэтому осталось только вот столько на тарелочке. Вот, но получается печенья достаточно много. Хочу сказать, что печенье получается очень ароматное, и обязательно хорошенько прожарьте миндаль перед приготовлением, если вы будете делать с орехами. Потому что миндаль получается очень ароматный, очень вкусный, хрустящий, и, конечно, очень вкусно вот именно с хорошо прожаренным миндалем делать это печенье. Как вы видели, добавляется еще мед и цедра лимона, это тоже добавляет дополнительного аромата. Получается очень вкусно, очень теплый аромат вот этот медовый присутствует. Мне, конечно, очень нравится. Ну, обычно итальянцы едят это печенье, обмакивая его в молоко или в кофе. Конечно, так будет удобнее, если вы не любите сухарики, потому что оно, конечно, получается такое немножко твердоватое. Поэтому обмакнуть его в кофе, немножко размочить, и получится еще и дополнительный вкус кофе у этого печенья. Ну, очень классно, конечно, здорово. А с кофе... Ну, конечно, это совершенно другой уровень, как будто вы в кафешке, а не у себя дома. Получается очень вкусно. Я обожаю, конечно, с кофе его. Ну и вот этот жареный миндаль, конечно, для меня это просто феерия вкуса. Мне очень нравится. Рекомендую вам обязательно хорошенько прожаривать миндаль перед приготовлением. Еще одна замечательная особенность этого печенья заключается в том, что оно очень долго хранится. Ну, конечно, если вы его не съели всей семьей сразу после приготовления. Хранить его можно и в пакетике, или в стеклянной банке. Оно может храниться целый месяц, а может быть даже больше. Но от этого оно не станет хуже и не потеряет своего замечательного вкуса. Я очень люблю этот рецепт, уверена, что и вам понравится. Обязательно ставьте лайк этому замечательному печенью. Подписывайтесь на канал и делитесь моими рецептами с вашими друзьями. Мне будет очень приятно.